Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Израиль. Тропа Швиль-Израэль. Поход по национальной тропе Израиля стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. Тропа Швиль-Израэль начинается на территории сельскохозяйственного кибуца Дан, находящегося у подножия Голландских высот, на стыке границ Израиля, Сирии и Ливана. Chatzav. Chatzav? Chatzav. What's a chatzav? Chatzav is the sign that autumn is coming. Цветок хатцап, в отличие от большинства других, расцветает не весной, а осенью. Его появление означает, что лето уже прошло. Въезд автотранспорта в погранзону запрещен. Пограничники на глаза не попадаются, но очевидно, что эта территория находится под тщательным наблюдением. Есть здесь и минные поля. С тропы лучше не сходить. Вот и первый национальный парк — заповедник Снир. Это же и единственное место на всей тропе, где за вход нужно платить. Впрочем, не стоит жалеть, ничего подобного больше на тропе не встретится. Реки в Израиле вообще большая редкость, а такая, чистая, быстрая, заросшая тенистыми деревьями, вообще единственная. На тропе оживленно. Израильтяне предпочитают проводить выходные дни активно, на свежем воздухе. Редко кому удается выделить сразу пару месяцев для того, чтобы пройти всю тропу Швиль-Израэль от начала до конца. Чаще ее проходят по кусочкам. Есть даже туристическая компания, которая организует поход по тропе длительностью в 1 год. Каждые выходные туристов привозят на очередной этап, а затем отвозят назад домой. Так постепенно и удается пройти всю тропу от начала до конца. Но это крайности. Большинство туристов выходят на тропу на неделю-2. Обязательно с рюкзаками, ковриками, палатками. В такой маленькой стране, как Израиль, только на тропе и можно испытать на себе все прелести походного образа жизни. Познакомиться с коллегами-путешественниками. Разговор завязывается быстро. А ничто так не скрашивает дорогу, как возможность пообщаться с новым человеком. Иностранцы также не чувствуют себя обделенными. В Израиле чуть ли не каждый встречный довольно сносно говорит по-английски. Израиль как будто все время находится на военном положении. Кибуцы по внешнему виду похожи то ли на военные части, то ли на концлагеря. У кибуца Тель-Хай установлен памятник Иосифу Трумпельдору. Он родился в России, воевал в русско-японскую и Первую мировую, был награжден Георгиевскими крестами за храбрость, погиб в 1920 году на этом самом месте в стычке с арабами. Тропа идет по склону горы над долиной Хула. Отсюда открывается вид на городок Кириат-Шимона и голландские высоты с горой Хемрон. Долина Хула — это часть рифтовой долины, протянувшейся по сирийско-африканскому разлому от Ливана до Мозамбика. Ноябрь. Но днем по-летнему жарко. А идти пешком с рюкзаками и подавно. Самое жаркое время лучше переждать где-нибудь в тенечке. А ее нет. Жалкие кустики, под которыми не хватает места для всех желающих. Тропа идет по дороге, но машины здесь не ходят. Вернее, ходят, но очень редко и на короткие расстояния. Жарко. Добросердечный фермер поставил у тропы бочку с водой для всех, кто будет проходить мимо. Форт Еша был построен французами в тот период, когда Израиль находился под мандатным управлением Франции. Сейчас его называют Фортом 28 в память израильских патриотов, погибших при штурме в 1948 году.
На территорию форта вход закрыт. Там находится полицейское управление. Зайти можно только в маленький музей рядом с площадкой для кемпинга. На утёсе Нафтали возле триангуляционной вышки сохранились развалины крепости и храма. Во время войны за независимость здесь был военный пост. Место очень удобное. Отсюда видна почти вся долина Хула и расположенные прямо напротив голландские высоты. Тропа спускается с утёса и выходит на грунтовую дорогу. Справа и слева тянутся сады. Ручей Дишон, сейчас пересохший, тянется на 35 километров от истока на горе Мерон до впадения в реку Иордан. На его берегах растут дубы, фисташки, рожковые деревья и маслины. С двух сторон тянутся скалы, их высота не больше 300 метров, но проход между ними такой узкий, что кажется, будто идешь по дну очень глубокого каньона. Сухо, но камни гладкие. Видимо, зимой после сильных дождей вода в ручье все же бывает. Источник Эйн-Ар-Вот круглый год не пересыхает. Вода в нем по внешнему виду чистая, но гарантии никто не дает. Все же лучше сырой ее не пить. Тропа пересекает шоссе номер 899 по подземному переходу. Конечно, строили его не для людей, а для стока паводковой воды. Но удобно. Идти можно в полный рост, не сгибаясь. Тропа пересекает заповедный лес Барам. Входим в ущелье Зивон и начинаем медленно, но верно подниматься на вершину горы Мерон. Тропа проходит между скал, покрытых мхами и лишайниками, и почти скрыта тенью больших деревьев. Швиль-Израэль — это не просто тропа, а национальная тропа. Государство всячески поддерживает тех, кто по ней идет. И не только морально. У вершины горы Мерон есть что-то типа нашего пионерлагеря. Здесь это называют полевой школой. Кто и чему учится, неизвестно. Но любой желающий может здесь бесплатно переночевать в одном из домиков или в собственной палатке, по желанию. Здесь душ и электричество. Место для полевой школы было выбрано не случайно. Здесь еще во времена Османской империи был караван-сарай для путников. И источник с водой. Воду здесь экономят. Краны работают только пока на них давишь. И это понимают не только люди. Тропа по горе Мерон проходит вот по такому густому эвкалиптовому лесу.